Привет-привет! Меня зовут Людмила, и вы на моем канале Людмила Шпакова в потоке. Сегодня мы с вами сделаем глубокий психологический разбор, и название к нему звучит так. Что он думает о нашей ситуации и о нас? Разбор будет на 3 позиции. Пожалуйста, выбирайте свою позицию, мои дорогие, и начнем мы, как обычно, с сигнификации. Просигнифицируем ситуацию между вами, да, так как наше сегодняшнее название, да, оно конкретизирует, что подразумевает, да, грубо говоря, что есть некая ситуация между вами, да, и мысли мужчины по этому поводу вам не до конца ясны. Так вот, мы сделаем сигнификацию именно на эту ситуацию. И далее посмотрим, да, что же ваш мужчина думает конкретно о данной ситуации и о вас как о паре. Может быть, какая-то ссора была, может быть, вы вообще в сложной ситуации, да, там все не свободные, может быть, вы начальник и подчиненная, что-то в этом роде. То есть ситуации могут быть разные, да, вы загадываете ситуацию, и если вы услышали, что сигнификация с вами совпадает, только тогда слушайте ответы, мои дорогие. Итак, двоечки, троечки идут у нас в ожидание. Мы начинаем с единичек. Что за ситуация между вами? Что за ситуация имеется в виду? Угу. Так, значит, эта позиция, девчонки, да, она для тех, кто думает о разводе. То есть здесь конкретно разговор о семейных узах, которые у вас имеются. То есть мужчина ваш муж, то есть я думаю, вы смотрите на вашего мужа. И произошла некая ситуация, да, тайное стало явным. Тут или измена была с его стороны, или с вашей, и что-то вышло на поверхность, да, или муж узнал о том, что у вас есть молодой любовник или поклонник, да, и что-то такое некрасивое всплыло, или вы об этом узнали. Для кого-то здесь, значит, развод – это свершившийся факт, то есть он уже произошел, все было очень тяжело, все было очень некрасиво, вы друг с другом боролись, кто-то посчитал себя победителем, кто-то посчитал себя побежденным, но у обоих, да, остался какой-то такой очень некрасивый след. На самом деле маски были сброшены, да, эго было очень сильно ранено у вас, у обоих. Да, то есть здесь не кто-то один пострадал, а второй не пострадал. Нет, здесь пострадали оба человека. Вот. И, значит, естественно, этот развод, вообще вся ситуация вокруг этого развода, да, это как гром среди ясного неба. Хочется, конечно, уже нового начала какого-то, хочется уже вздохнуть легко, но ну, скажем так, некие взаимосвязи, да, они тянут вас на дно переживаний, я бы сказала так, да, то есть вы очень сильно переживаете все то, что произошло. Значит, у кого-то же тайное уже стало явным, да, и развод не является еще свершившимся, да, то есть вы еще находитесь или в процессе него, или вы обдумываете момент, что все, мы разводимся. Здесь на самом деле очень тяжелые карты, да, перевернутая десятка пентаклей, перевернутая справедливость, перевернутая башня, и все это, ну, как, знаете, нарыв, да, который вскрылся, и вот как бы сейчас еще такая очень болезненная ситуация и для вас, и для вашего супруга. А для каждого по-своему, конечно же, да, но вы ее оба переживаете. И у каждого из вас есть желание
новой жизни, нового витка, что уже, ну все, хватит, хватит. Уже очень тяжело находиться в этих вот деструктивных энергиях, да, хочется идти дальше. Хорошо, ну вот судя по тому, что вы спрашиваете, да, как он относится к вашей ситуации, да, что он думает об этом, что он думает о вас, видимо, все-таки в вашем сердце присутствуют какие-то чувства, да, к этому человеку. Хорошо, давайте так, что он думает о вашей ситуации, что он думает о вас, почему-то мне вот так захотелось. И дальше будем раскрывать. Давайте, что он думает о ситуации между вами, о вашем разводе. Смотрю, пишется ли. Так. Он думает, что вы в этом виноваты. Перевернутая императрица. Он считает, что вы не смогли сохранить то, что строили. Да? При этом он считает, что у вас был ресурс для этого, у вас были все возможности для этого, все полномочия, да, собственно говоря, а вы не сохранили. Здесь человек обвиняет вас в сложившейся ситуации. Хорошо. Просить все время проверяю, потому что бывает такое, да, что я говорю, а звук не записывается. И приходится снимать новый расклад, да, то есть сложно, поэтому как бы проверяю всю эту историю. Итак, значит, что он думает о вашей ситуации? Вы виноваты, вы не использовали какие-то возможности собственные, да, какие-то собственные полномочия. И, как он считает, повели себя глупо. Значит, ваш муж или ваш мужчина, да, с которым произошел, тут может быть не совсем, да, развод, а именно разрыв, но после длительных отношений, после длительного совместного проживания, что все равно, да, второе трактуется как совместная жизнь, семейная жизнь. Итак, значит, человек обвиняет вас и считает, что вот как раз он, да, все ваше совместное существование нес вас на руках. Делал все возможное для того, чтобы вы были счастливы, говорит он. Он брал на себя какие-то тяготы, передряги. Может быть, вы не работали, да, может быть, человек вас обеспечивал финансово, и он это имеет в виду, что вы всегда рядом с ним чувствовали себя маленькой девочкой. Вот смотрите, девчонки, да, мы сейчас смотрим его мысли, что он думает о вашей ситуации, да, не мои и не то, как есть на самом деле, потому что иногда, да, и на самом деле часто люди заблуждаются, и мужчина может считать, что он все для вас делал, а вы можете считать, что вы были ломовой лошадью, да, как бы мы смотрим его мысли для того, чтобы вы для себя немножечко получили больше ясности, да, в этой ситуации. Вот, он считает, что он берег вас, он вас нес, он делал для вас все возможное, и на самом деле он считает, что ваша семья была очень крепкой, очень обеспеченной. Вообще, в целом, наверное, так и есть, потому что здесь везде десятка пентаклей, императрица, да, это арканы, говорящие о ресурсности, о том, что все-таки в вашей семье, конечно, присутствовало благополучие, да, в частности, хотя бы финансовое. Вот. И достаточно безбедно вы жили. Значит, человек считает, что вы повели себя глупо в некой ситуации и совершили совершенно глупые, непозволительные ошибки, которые все разрушили. Да? Ну и тут можно трактовать, как если у вас появился любовник, да, это была глупая ошибка, как он считает. И в том числе, если у него появилась какая-то любовница, да, или вам стали известны его какие-то похождения, он считает глупым, что вы его не смогли простить. Ну, мужчины всегда так считают на самом деле.
Вот, значит, что он еще думает о ситуации между вами? Он не собирается мириться, он не собирается вас удерживать, и он не собирается платить, как он говорит. Интересно. Угу. Угу. То есть человек на самом деле, даже если вы еще не развелись, он уже закрыл все двери. Он говорит, что какие-то совместные планы он полностью перечеркивает, а движение к вам он полностью перечеркивает, и свою любовь к вам он тоже перечеркивает. Человек здесь по королю кубков испытывает к вам чувства, да, то есть у него есть эмоции, но это эмоции, ну, скажем так, к некому состоянию рядом с вами. Да, что такое король кубков? Я счастлив, я люблю, потому что мне хорошо. Если бы здесь лежала королева кубков, мы могли бы сказать, что он любит вас, да, и он боится потерять вас. А на самом деле, да, здесь человек испытывает удовольствие, такое, знаете, гармоничное, спокойное состояние от того комфорта, который вы ему создали, да, как жена, как женщина, живущая рядом. Вот, носочки сложены, рубашечки постираны, борщик на столе, да, тарелочки убраны, постелька чистая, пожалуйста, я к вашим услугам. То есть вот эти вот все комфортные составляющие создавали у него ощущение, что вот он любит вас, да, что вот у вас как-то все хорошо. Вот, значит, сейчас человек занимает непримиримую какую-то позицию. Я не могу сказать, что он злится на вас. Он как будто бы уже прожил состояние злости, и у него осталось такое, знаете, холодное, ледяное решение, да, состояние принятого решения о том, что восстановлению ваши отношения не подлежат, что совместные планы закрыты для него, двигаться в вашу сторону, просить о примирении или пытаться что-либо сделать он не собирается, и он жертвует своим комфортом, своей любовью, как он считает, да, и в вашу сторону, ну, собственно, не пойдет. Да, как бы человек здесь больше ничего не хочет. Вот как он относится к вашей ситуации. Значит, что он думает конкретно о вас? На самом деле он говорит о том, что вы правы. Смотрите, как интересно, да? С одной стороны, человек вас обвиняет и пытается здесь сказать, что прав только он, а вы поступили глупо. Значит, но когда мы говорим о вас, он вас ставит в энергии иерофанта. Это значит, что она мой учитель, и на самом деле она права. В ситуации нашей она права, она очень справедлива, и она пресекла мои манипуляции. Раскроем это, что он еще думает о вас. На самом деле он очень боится остаться без вас, очень сильно боится остаться без вас, потому что вы для него олицетворение, первое, мудрости, второе, как сказать, знаете, успеха, заслуженного успеха. Не слепой удача по колесу фортуны, да, а удача по справедливости. То есть вы человек, который своими действиями может привести к успеху. Все, что вы делаете, как будто бы награждается сверху деньгами, продвижением, да, благополучием каким-то. На самом деле вы для него такой вот золотой рублик, да, рублик золотой, какой-то волшебный рублик, рублик, приносящий удачу. Вот он вас такой видит. Вот, значит, и он считает, что все, что вы в этой жизни получаете, все, что вообще у вас получается, как бы это заслужено.
вы для этого стараетесь, вы для этого идете вперед и что-то делаете. Ничего вам не падает сверху на голову. Вот, значит, он считает вас очень сильной женщиной, даже слишком сильной для себя. То есть, по сути, он говорит, ну могла бы быть послабее, ну могла бы быть где-то дурочкой, где-то закрыть глаза, где-то перетерпеть, да, так нет же, она прет, как этот хренов король жезлов, да, и всегда должна быть на коне. То есть он видит вас человеком, который очень много делает, очень много действует, и вы любите быть победителем, вы лидер. И в ваших отношениях вполне вероятно вы лидер, да, потому что вы король жезлов, а он король кубков. Тут на самом деле две мужских энергии, но король жезлов всегда бьет короля кубков. Да? Король кубков – это самый слабый из королей. Соответственно, ваш мужчина или ваш муж, он видит ваше преимущество над собой. И как будто бы, знаете, сожалеет о том, что вы слишком жесткие. Он такой, типа, ну, могла бы быть послабее, дорогая, да, как бы, что ты. И из-за тебя ты виновата, ты сглупила, да, ты не пошла на какие-то компромиссы, или не захотела терпеть меня дальше, да, или не захотела терпеть мои измены, вот, но виновата ты, потому что могла бы быть послабее. Значит, на самом деле, что я вижу? Я вижу колоссальное уважение. Уважение к вам. Ваш мужчина вас очень высоко оценивает. Но ему кажется, да, что вот с высоты вашего полета, вашего ума и мудрости вы должны быть более снисходительны к нему. И должны самостоятельно, или должны были, да, самостоятельно урегулировать ситуацию между вами. Что это типа в ваших руках ситуация, а не в его. Но вы не хотите этого сделать, и поэтому все так происходит. Вот, глобальное уважение – это раз, понимание вашей мудрости, понимание того, что вы видите его насквозь и можете пресечь все манипуляции. Вот, и понимание того, что, к сожалению, его большому, вместе с вами из его жизни уйдет успех и удача. То есть на самом деле он, конечно, надеется на некий новый виток своей жизни, так же, как и вы. Но я бы сказала так, подсознательно он думает о том, что вот у вас получится взлететь без него, а у него ни хренаса не получится. У него ощущение, что он упал на дно какой-то черной ямы. Вот так, мои дорогие. Вот такие у нас сегодня интересные мысли и очень сложная, не менее интересная ситуация. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Двоечки. Двоечки. Что за ситуация между вами, да? И что он думает об этой ситуации? Ну, пока туз пентаклей, да, ничего пока плохого не вижу. Сейчас посмотрим, что нам скажут, что за ситуация. Угу. Ситуация следующая. Вы замужем. Возможно, загаданный мужчина тоже женат. Или же он свободен. Но вы замужем точно, потому что вы королева жезлов, у вас есть король жезлов. И в целом ваша семейная жизнь, ну, она так, знаете, наполнена. То есть ваш муж – это ваша вторая половинка, а вы его вторая половинка. Ну, быть может, вы живете слишком долго вместе. Или, ну, как-то, знаете, там, может быть, начали ругаться, какой-то кризисный период наступил. Короче говоря, вроде как
вроде как, у вас прекрасный муж, вы прекрасная жена, но тут явился он. Король кубков, хренов со своим кубком, да, и начал вас очень сильно смущать. Ситуация между вами – это то, что у вас завязались отношения с посторонним мужчиной, да, он может быть моложе вас или может быть и не моложе вас, да, он с таким же успехом тоже может быть не свободен или же он свободен, вот. Но смысл такой, что ваши отношения – это отношения по дьяволу, это что-то противозаконное, противоправное, да, но закон я здесь имею в виду брак, да, вы обманываете вашего супруга, взаимодействия с этим мужчиной. Если честно, мне не показывают, что у вас были близкие отношения, да, потому что между вами и вот этим мужчиной есть некое расстояние, и вы, скорее всего, общаетесь в переписке, в созвоне, возможно, по видео, да, то есть как бы между вами нет телесного соприкосновения. И быть может, да, быть может, вы не особо и считаете это изменой, да, вы думаете, ну как бы я же не сплю с этим мужчиной, я просто с ним переписываюсь, мне хочется эмоций, мне хочется почувствовать себя молоденькой, какой-то такой значимый для кого-то, да, я давно не ходила на свидания, мне давно не говорили комплиментов, ну таких ярких, страстных, да, вам нравится страсть этого мужчины. Вот, значит, для кого-то, конечно, проиграется, что вы виделись, что было это свидание или свидания, но, по сути, они все равно нечастые, потому что расстояние, да, мы никуда не денем. Между вами с этим человеком расстояние, и основа всего это переписка, она любовная, она ни к чему не обязывает мужчину. То есть мужчина, на самом деле, говорит вам очень много любовных признаний, слов, комплиментов. Но, по сути, вы не можете в этой ситуации понять одного. Да? Говорить можно что угодно. Мужчина познается в действии. И пока то, что я вижу, это бла-бла-бла-бла-бла. То есть мужчина вас закидывает любовными сообщениями. По сути, больше ничего не делая. Абсолютно ничего не делая, но тут может быть такая ситуация, что этот мужчина склоняет вас уйти от вашего мужа, развестись с ним, или же, может быть, не совсем уйти, он может склонять вас к встрече. Да, вот мы с тобой общаемся по переписке, и я очень хочу тебя увидеть. Пожалуйста, приезжай, да, вот приезжай, давай, обмани его, что-то придумай, как-то вот вытащи это время для меня, да. Вот, то есть здесь мужчина давит на вас, он давит на вас неявно, он давит на вас своими фразами, каким-то своим состоянием, когда он говорит, мне без тебя плохо, я тебя постоянно думаю, я там, почему ты не пишешь, почему ты не позвонила, почему ты не взяла трубку, да, мне тебя очень сильно не хватает, да, у вас есть ощущение такое, что вот это какой-то ваш последний шанс. Пришла ваша последняя любовь, да, поздняя любовь, может быть, или какая-то настоящая любовь. Вот. И вы находитесь, тут скорее даже не ситуация между вами, да, а ситуация, она больше давит на вас, потому что у вас и брак-то счастливый, и вы думаете, что вам больше нужно, да, и не играете ли вы с огнем в этой ситуации, заводя подобные романы, да, ведь если узнает ваш муж, то ваш счастливый брак вмиг превратится в несчастливый. Хорошо, давайте смотреть все-таки заявленного персонажа, не вашего мужа, а как раз того мужчину, да, который вас в эту ситуацию поместил, да, что он думает о вас и о вашей ситуации. Что он думает сначала о вашей ситуации? Что он думает о вас?
Давайте. Что он думает о ситуации между вами? Он думает, он на что-то очень сильно надеется. То есть, как бы, этот мужчина, я его буду называть молодой мужчина, да, даже если он не особо там молод, просто по сравнению с вашим мужем, да, муж, грубо говоря, как бы старенький, этот молоденький, да, новенький. Значит, этот молодой мужчина видит в вас звезду своего сердца. Вы действительно кажетесь ему необычайно привлекательной. Вы и красивые, вы и умные, вы и ресурсные. Возможно, вы какая-то творческая личность. С вами очень интересно разговаривать. Да? И этот человек, он как будто бы, знаете, вот воздвиг вас на некий пьедестал в своей голове и надеется на то, что у вас что-то получится. Но звезда – это ведь карта эфемерной надежды. Да? То есть как бы он не представляет себе быта с вами, он не представляет себе, а что конкретно должно получиться. Здесь разговор вообще не о конкретике. Разговор идет о мечте. То есть он о чем-то мечтает и на что-то надеется. Окей, на чего ты тут надеешься? На то, что вы спасете его от одиночества. На то, что... Слушайте, здесь на самом деле мужчина манипулятор. Вы должны понимать. Мужчина, который... Вы знаете, как он действует? Когда ему что-то нужно, он прилагает огромное количество усилий, чтобы это получить. А вот когда он уже получил, да, он, по сути, не знает, что с этим делать. Для него является вызовом, да, ситуация невозможности. Ему обязательно хочется вот получить, чего ему нельзя. Мама конфету не дала, не разрешила, да, я ее украду, эту конфету, но возьму. Вот, то есть здесь такой человек, который не привык себе ни в чем отказывать. И когда стоит вопрос о чем-то недозволенном, о чем-то, что он не может получить, то его начинает колбасить вот это странное, знаете, адреналиновое желание: все равно моей будет, я все разрушу, но она будет моей. И этот человек не мыслит стратегически вперед, да, то есть как бы он, ну, вообще не мыслит стратегически, потому что стратегия – это, конечно, разработка, да, на какое-то время вперед. Значит, он не задумывается над результатами своих поступков. Вот на сегодня ему хочется вас. Он говорит, что он долгое время в отшельнике, что этот отшельник его уже задрепенил, дальше некуда. Он не хочет быть одинок, он не хочет быть непонят, он не хочет вообще там умереть в одиночестве, может быть, у него какие-то страхи присутствуют. Вот, значит, и поэтому он готов разрушить своим дьяволом ваш брак, вашу счастливую жизнь, для того, чтобы получить себе вас как звезду. Такая звезда нужна мне, да, нужна самому. Кого фига какой-то там мужик ею владеет, да? Я достоин быть рядом с ней, и я хочу ей владеть. Значит, его мысли о вашей ситуации – это не мысли дать вам что-то. Здесь человек не собирается делать вас счастливой, не заблуждайтесь. Это мысли диктатора, это мысли страшного эгоиста, человека, который хочет владеть вами как вещью, дорогой, красивой, всей бриллиантовой из себя, но вещью. Он не видит вас, женщины, и человека, что самое главное, да? Значит, но в своей попытке обладать вами он может вам вешать вот все, что угодно. Вы здесь сейчас можете купаться в любви.
и в его признаниях. Здесь человек очень внимательный, но он идет по перевернутому магу, да? Человек, который использует свои интеллектуальные аналитические способности в манипуляциях, да? То есть во вред окружающим людям. Он слушает вас внимательно, он чувствует и узнает, в чем вы нуждаетесь, он слышит о ваших болевых точках, да? И все это как канва какая-то, которая сплетается у него в голове. Значит, и потом из этого получается узор, и он начинает манипулировать вами. Значит, что он думает о вашей ситуации? Что вы ему нужны, и что он готов при помощи манипуляций, созависимости, готов разрушить ваш брак для того, чтобы вы были его женщиной. Что же ты дашь ей? Я вот прям даже спрошу, что он даст вам? Блок. Ни хрена не даст. Ничего не даст, мои дорогие. Что он думает о вас? Что он думает о вас? Кто вы для него? Ну, он говорит, что вы для него целый мир. Вы для него целый мир. Что он думает о вас? Вы знаете, что он думает о вас? Он на самом деле вас вообще не знает. И он не хочет вас узнавать. Потому что он считает, что то, что он себе нарисовал в голове, то, что он о вас придумал, это и есть истина. Значит, он говорит, я не хочу задумываться, какая она настоящая. Она такая, как я скажу. Она такая, как я хочу. Она не может быть другой. Потому что вот у меня в голове есть картинка, и она как бы обязана с этой картинкой совпадать. Вот, то есть карта показывает, что человек вас абсолютно не знает. Когда он думает о вас, он думает о себе. Он думает о том, что у него потерян комфорт, что он очень одинок, что у него дыра вместо сердца. Он очень агрессивен, он испытывает агрессию к какой-то еще другой женщине. Может быть, он развелся, может быть, какая-то женщина у него забрала там половину имущества, потому что он злится на какую-то другую женщину и вас воспринимает как некое лекарство. Вот придет она и меня излечит. Вот придет она и заполнит эту пустоту, да, и даст мне какой-то комфорт. Вот, значит, что он думает о вас? Вот он говорит, вы для него целый мир, но мир этот по звезде, это выдуманный мир, это иллюзорный мир, понимаете? То есть он представил себе в голове, что вы какой-то его идеал. Все. И он ничего другого слышать и слушать не хочет. И в первый же момент, когда вы физически окажетесь рядом, и вы скажете ему, что ты знаешь, а я как бы не ем чебуреки дешевые, да, а хочу съесть очень дорогой стейк, и я привыкла, что мужчина за меня платит. Вот для него это может стать такой, знаете, неприятной реальностью, в которой вы выходите из этого образа, да, придуманного, выходите из образа звезды, превращаетесь в женщину, которая, видишь ли, тебе высказывает какие-то претензии, какие-то требования, и то она не сё, и сё она не то. Да, вот как-то так. Вот, то есть здесь человек испытывает агрессию, желание во что бы то ни стало оторвать какой-то кусок для себя в этой жизни, да, и этот кусок – это вы и есть. Но вас он не знает и не ведает. И о ваших болях он ничего не знает. И о ваших пожеланиях в жизни он ничего не знает. То есть даже если вы ему об этом говорили, не факт, что он это принял. Да? Какие-то вещи он прям просто-напросто в одно ухо влетело, в другое вылетело. Да? Прослушал, ну и хрен с ним, улетели из головы. Вот, потому что для него здесь важнее всего его собственное желание. Да, у него есть желание вас получить, но он абсолютно не думает о том, что он вам даст. Он считает, что вы придете и заполните его
пустоты. Вот что он думает, мои дорогие. Благодарю вас, двоечки. Двигаемся дальше. Троечки. Троечки. Что за ситуация между вами? Это оборона. Оборона. Ну, на самом деле, мне говорят о том, что между вами не было никаких отношений. Скорее всего, у каждого из вас есть свои жизни, да, какие-то. Вы можете быть замужем, вы в императрице. Это значит, что вы можете быть замужем, вы можете быть свободны, но иметь детей. Да? Но женщина, когда она в императрице находится, это женщина, которая рожала, это женщина, у которой есть дети, да, как бы, и есть какая-то ответственность. Она свой ресурс женский, да, кому-то распределяет. Ну, императрица может быть как замужем, так и не замужем. Да. Основа для нее это все-таки наличие детей. Вот, значит, мужчина здесь может быть женатым человеком. Вот, то есть здесь, по сути, какое-то такое, знаете, как бы это сказать, знаете, знакомство как прикосновение, я бы так это назвала. Это не отношения в полном смысле этого слова, это не взаимодействие, не любовная связь, это просто знакомство. Это просто знакомство. И такое знакомство может быть, если вы ходите к нему, он ваш доктор. Или вы обратились к нему, он риэлтор или юрист. Да? Или, допустим, он к вам обращается, потому что вы психолог. Или он к вам обращается, потому что вы художник, и через него вы открываете свою галерею, например. Да? Делаете какую-то выставку. Разное взаимодействие здесь может быть, но это взаимодействие – это такое косвенное прикосновение друг к другу, не физическое, а ментальное, да, то есть вы знакомы с этим человеком. И как мне показывают карты, вы воспылали к нему особой симпатией после каких-то его таких мягких, флиртовых проявлений. Если так можно сказать. Да? То есть человек с вами флиртовал, говоря вам какие-то комплименты, что-то там прижимая ручку куда-то, где-то. Вот. И вдруг вы ощутили какой-то эмоциональный прилив. Вот. Значит, размечтались. И что же разбивает вам сердце в этой ситуации? А то, что ничего больше не происходит. Вот он с вами пофлиртовал, и как бы все самоудалился и дистанцировался. И вот оборона здесь имеется в виду со стороны мужчины. То есть мужчина обороняется от вас, мне показывают. Да? То есть ситуация состоит в том, что вы пообщались, он с вами пофлиртовал, и вы очень много себе всего напридумывали. Вы напридумывали, что мужчина влюбился, что вот он как-то к вам проявляется, и ввиду того, что или у вас нет мужа, или холодный муж, да, вот как-то захотелось какого-то флера, да, гормоны ударили в голову. И вы, возможно, стали провоцировать этого мужчину на дальнейшие действия. А он обороняется от вас. Он, возможно, говорит вам о том, что, слушай, не пиши мне, не надо, да, этого не было, это не так. Или же, да, если у вас не было такого откровенного разговора, он может всем своим поведением показывать,
что вот все, вот мы пофлиртовали, а теперь только работа, да, теперь там только услуги между нами и так далее. Здесь мужчина обороняется от вас. Хорошо, давайте посмотрим, что же он думает о ситуации между вами, да? Что он думает конкретно о вас. Ситуация между вами, вы. Ситуация между вами. Ну, он думает об императрице. Хорошо, давайте посмотрим, о чем это. Значит, смотрите, о чем он думает. Он думает не о вас, он думает о своей жене. У него есть жена, и они лишь недавно помирились. У него была какая-то история некрасивая, где жена поставила ему какие-то условия. Возможно, у него была другая женщина, да, и жена об этом узнала, и она или его выгоняла, или уходила, или хотела развестись, или что-то там, короче, какая-то заварушка еще была. И они лишь недавно помирились с женой. Она для него основная женщина жизни. То есть он вот прям держит ее, вот она, и везде она именно императрица. То есть он считает, что она та самая, и у него в голове, кроме нее, по сути, нет никаких других женщин. Понимаете? То есть как бы да, его могло что-то не устраивать, да, он мог искать себе приключения на свой жезл, да, но тем не менее в сердце и в душе у него одна женщина, это его императрица. И в ситуации между вами он думает не о вас и не об этой ситуации. Он думает о ней и о том, что не дай бог какая-то фигня начнется, или, не дай бог, вы что-то напишете, и его жена что-то увидит, и опять будет скандал и разборки. У них недавно совсем, да, был пережит очень серьезный кризис в отношениях. И связан он как раз с изменой, да, вот с какой-то такой вот тематикой. И они примирились, и мир между ними очень хрупкий. И он пытается сделать все для того, чтобы жена успокоилась, простила, перестала об этом думать, вернуть ее доверие. Поэтому ваше наличие в его жизни, да, возможно, с какими-то письмами, сообщениями, звонками, очень двусмысленными, может разрушить это хрупкое равновесие между ним и его женой. Поэтому ситуация между вами, да, вот она по сути существует только у вас в голове. В вашей влюбленности, вашей симпатии, в том, что вы себе немножечко что-то поднапридумали, нафантазировали. А мужчина этот очень сильно держится за свою супругу, боится ужасно ее потерять, ее расстроить, нарушить ее доверие с такой сложностью, да, восстановленное. Вот. И в ситуации между вами он думает о том, что он любит свою жену, и он ужасно боится, что произойдет что-то, что разрушит его отношения с женой. Сказать, что он видит какую-то ситуацию между вами, которая могла бы развиваться дальше, нет. Он боится, что вы испортите его отношения с женой. Что он думает о вас? Ну, что он думает о вас? О том, что вы находитесь в каких-то заблуждениях, в каких-то иллюзиях, и сами не ведаете, что вы делаете. Хорошо, сейчас мы это все разовьем.
понимаете, что он думает? Он думает о том, что вы очень человек, который давно не испытывал любви, человек, который как-то, знаете, хочет наполниться любовью. То есть, ну вот по сути, он такого-то ничего плохого не думает о вас. То есть он понимает, почему вы придумали себе какие-то отношения с ним. Он понимает, почему вы, возможно, ему пишете, да, одолеваете его своими сообщениями или звонками. Он понимает это как то, что вам не хватает любви, что внутри вас есть огромное количество этой любви, и вам хочется ее отдать кому-то и получить взамен, да, вам хочется взаимных отношений. Вы устали или от одиночества вдвоем, если вы замужем, да, то есть вам не хватает эмоций. У вас внутри есть этот туз кубков, но он весь вылит, он пуст. И вам хочется, чтобы кто-то наполнил вас, а вы в ответ отдадите огромное количество собственной любви и заботы. Вот. Также он думает о том, что ваше время неумолимо идет вперед. То есть он говорит, да, она понимает, что ее время утекает, уходит, и ей хочется наполнить его любовью. Ей хочется быть счастливой, ей хочется быть любимой, да, вот на волне этих эмоций идти. И она склонна или хотела бы завести какие-то отношения по дьяволу, да, запретные отношения. Отношения, связанные с искушением, с драйвом, с вот этим притяжением нереальным. Ей этого очень сильно хочется. Но я не тот вариант, не со мной. Я вижу, что ей нужно. Я вижу, что ей не хватает. Я вижу, что она со всей искренностью хотела бы настоящей любви, но не со мной. То есть это со мной не получится, потому что я берегу свою семью, свою жену, и я только с ней восстановил отношения, я ничего такого не хотел. Почему тогда ты флиртовал? Он говорит, что я не флиртовал, я скорее был вежлив. То есть, понимаете, если он, допустим, ваш доктор, то он пытался быть с вами вежливым, заинтересованным, милым, для того, чтобы вы и дальше посещали его и платили ему денежки. Если это ваш юрист, такая же история. Если вы его психолог или как-то вот вы его обслуживаете, да, то есть такая взаимосвязь, то он просто пытался быть вежливым, пытался понравиться. Он говорит, я пытался понравиться, и, возможно, да, я там как-то свои комплименты или свою симпатию, да, выразил слишком ярко, слишком сильно, да, что она вот как-то это все восприняла не так. Но я ничего не имел в виду. То есть здесь мужчина говорит, что он вообще ничего не имел в виду, когда он с вами разговаривал, когда он делал какие-то комплименты. Мужчина не относится к вам плохо, да, то есть он понимает, почему вы так действуете, он смотрит на вас с уважением, да, но в то же время с опаской. Да, с опаской, потому что он не знает, что от вас можно ожидать. И единственное, что он здесь по-настоящему боится, так это потерять свою жену и то, что вы какими-то своими действиями можете разрушить, да, хрупкое равновесие, подставить его перед его женой. Поэтому, девчонки, думайте, да, думайте, как вам себя вести и вообще, собственно, что дальше. Если бы вы спросили меня, да, мое мнение, я бы посоветовала вам выкинуть из головы свои иллюзии, свои фантазии и спокойно оставить этого человека в покое. Да, потому что вот он прям вас очень сильно боится. Пусть он любит свою жену, занимается своей женой, да, нужно немножко уважать личное пространство.
человека. И вот Лиса даже ушла у нас прямо в кадре, да. Ну что, благодарю вас, мои дорогие. Вот такой получился сегодня у нас разбор. Надеюсь, что он вам очень понравился. И об этом я прочитаю в ваших комментариях. Благодарю вас еще раз. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!